Всем привет! Вы на моем канале, меня зовут Ирина. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Сегодняшнее видео не о перевоплощении и не о дизайне, и даже не о маникюре. Недавно в комментариях просили показать как можно подробнее выравнивание базой. Согласна, в последнее время я практически не уделяю этой теме внимания. Просто выполняю эту работу автоматически, как и так само собой разумеющееся. Года 3 назад все поголовно осваивали эту тему, наносили плюшки из базы. Особенно прикольно смотрелся толстый слой базы на коротких ногтях. Сейчас, к счастью, эта мода уже прошла, но желание сделать умеренный, но ровный слой осталось. Так что, кому интересна тема выравнивания, усаживайтесь поудобнее, будет интересно. Сегодня жертвой моего видео стала постоянная любимая клиентка, которая не перенашивает гель-лак, не грызет ногти, не ломает их. В общем, делаю стандартный маникюр с покрытием. Сконцентрируем внимание на выравнивании. Может, это прозвучит противоречиво, но в первую очередь равномерность покрытия зависит от его снятия. Да-да, если изначально ровно спилить фрезой и далее зашлифовать пилкой, покрыть базой будет легче и быстрее. Некоторые мастера думают, как-нибудь спилю, лишь бы быстрее, а потом уже уделю больше внимания покрытию. Все равно ж потом выравнивать. Нет, это неверно. Второй момент – выбор базы. Производители делают все возможное, чтобы нам угодить. Выбор материалов сейчас очень большой. Оптимально для быстрой и качественной работы выбрать базу средней консистенции, ближе к жидкой, чтобы она легко растекалась по форме ногтя и не создавала дополнительный объем. Более опытные мастера с легкостью используют жидкие базы. С такой базой работать нужно быстро, чтобы она не успевала убежать под кутикулу или стечь на бок. Например, на чемпионате в номинации «Идеальное покрытие» я работала именно жидкой базой и не прогадала. Было такое в моей практике, что приходилось смешивать слишком густую базу с жидкой, чтобы получилось что-то среднее. Технологи, конечно, запрещают смешивать разные материалы, но на практике очень даже неплохо получается. Итак, в данный момент я уже все зашлифовала, опилила форму и перехожу к маникюру. Отросшей кутикулы практически нет, но есть птериги и огрубевшие боковые валики. Ручки очень сухие, это индивидуальная особенность моей клиентки, которая проявляется каждую зиму. После работы пламенем наношу ремувер и обрезаю кутикулу. Бочонком с красной насечкой полирую кожу. Теперь тщательно вытираю ногтевую пластину нейл-препом и прохожусь праймером. Можно обойтись и без него. Вот мы и подошли непосредственно к выравниванию базой. У меня сейчас в работе камуфлирующая база Yoposh 20. Набираю каплю, ставлю по центру ногтя и распределяю, не надавливая на кисть. Если давить на кисть, весь материал сосредоточится на кончике, а в зоне апекса его будет недостаточно. Так делать не нужно.
Быстренько распределяю по всему ногтю. На этом этапе допускаются неровности. Здесь важно, чтобы нигде не было сухих участков без базы. Единственное, я здесь максимально близко подошла к кутикуле, так как это будет единственный слой. А с прозрачной базой близко к кутикуле прокрашивать не нужно, наоборот, лучше оставить миллиметрик, так будет аккуратнее. В данный момент видно, что на кончике собралась капля материала. Чтобы ее убрать, переворачиваю руку, цепляюсь кисточкой к материалу, но не продавливаю его, просто очень легко дотрагиваюсь и тяну материал к центру. Жду еще пару секунд и переворачиваю руку. Смотрим еще раз. Теперь показываю на другой руке с формой квадрат. Точно так же распределяю каплю, проверяю, чтобы материал был везде. Переворачиваю руку. Здесь особенно хорошо видно, что кистью не нужно продавливать материал. Видно, как материал тянется за кистью. Снова переворачиваю руку и ориентируюсь на блики от лампы. Там, где блики преломляются, корректирую тонкой кистью. Можно еще раз перевернуть руку на несколько секунд и еще раз проверить. В качестве дизайна сегодня будут серебряные звезды. Получается, я сделала один слой базы, нарисовала звезды черной гель-краской, просушила в лампе, закрасила их серебряным глиттерным гелем и перекрыла топом. Этот дизайн можно внести в разряд быстрых.
Все ли понятно по работе с базой? Надеюсь, что получилось доступно объяснить. Если будут вопросы, пишите в комментариях. С меня видео, а с вас подписка, звоночек и лайк. Всем спасибо за просмотр, пока-пока и до новых встреч!